Сегодня я разоблачу 14 мифов про космос, в которые многие верят. Например, действительно ли черная дыра — это пылесос? Существует ли на Луне атмосфера? Можно ли в космосе плакать? И правда ли, что в космосе нет гравитации? Начнем с распространенных мифов. Перейдем к Земле. Солнце там желтое, и многие думают, что в космосе оно такое же. На самом деле, с Земли Солнце кажется желтым из-за атмосферы Земли и рассеивания света. Ближе к закату Солнца ему приходится больше проходить через атмосферу, поэтому желтый или красный цвет становится ярче. Но если посмотреть на Солнце из космоса, оно будет белого цвета. Замечали, что Луна ночью светится, как будто сама по себе. Но это не так. Луна всего лишь работает как огромное зеркало, которое отражает свет на Землю. Более того, оно отражает всего 12% света, поэтому на самом деле Луна довольно темная. Вы решили прогуляться ночью, смотрите на небо и видите мерцающие звезды. Почему они мерцают? Чтобы вы ответили. Пишите в комментариях. Если ответили, что они физически мерцают, то это миф. Звезды мерцают из-за атмосферы Земли. Слои воздуха разной плотности и температуры заставляют преломляться свет звезды, как если положить ложку в стакан с водой. В космосе же звезды не мерцают. Дальше еще интереснее, ведь мы летим на МКС. Представьте, вы на МКС и вас выкидывают в открытый космос без скафандра. Если вы думаете, что сразу замерзнете или взорветесь, это не так. Мгновенно вы не успеете замерзнуть, так как выделение тепла в вакууме происходит медленно, и тело не взорвется. Кожа достаточно прочная, чтобы выдержать раздувание. Быстрее всего вы потеряете сознание от недостатка кислорода, примерно через 10-15 секунд. Через 1-2 минуты человека не станет. Вы вспомнили грустную историю на МКС и начали плакать. Что будет? Из-за невесомости, если вы начнете плакать, то слезы не будут стекать по щекам. Они так и останутся на глазах. Это станет пыткой, появится жжение в глазах, дискомфорт, потеря обзора. У вас буквально станет мутное зрение, и вы ничего не сможете делать. Поэтому лучше не плакать в невесомости. Если начать кричать в открытом космосе, будет ли вас слышно? В космосе нет звука, так как там вакуум и нет среды для распространения звука. Но есть исключение, это вибрация. Если вы постучите по скафандру человека в космосе, то будет звук. Если два астронавта прижмутся шлемами друг к другу, они смогут разговаривать без рации. Мы покидаем МКС и отправляемся на Луну. На ней много интересных мифов. Когда смотришь на Луну, тебе кажется она идеально круглой, но на самом деле она немного приплюснута, напоминая лимон или яйцо. Произошло это из-за гравитации Земли. Многие считают, что Луна — это кусок камня и спутник Земли, который находится в вакууме, но это не совсем так. На Луне есть своя атмосфера, она очень разряжена и не такая плотная, как на Земле. Это называется экзосферой. Появляется экзосфера на Луне благодаря микроастероидам и солнечному ветру. Микроастероиды врезаются в Луну, тем самым поднимая лунную пыль вверх. Луна не может их долго удержать из-за слабой гравитации, поэтому слой экзосферы очень тонкий. Обратная сторона Луны не всегда находится во тьме. Луна, как и все другие планеты, вращается, поэтому свет от Солнца на Луну падает одинаково на все стороны. Луна повернута к Земле всегда одной стороной, потому что она делает оборот вокруг своей оси за то же время, что и оборот вокруг Земли. Есть ли у Луны запах? Когда была программа Аполлон, и люди летали на Луну, после прогулки на ней на скафандрах оставалась лунная пыль. Когда они сняли шлем в лунном модуле, то смогли чувствовать запах лунной пыли. Астронавты описывают запах как сгоревший порох. Миф номер 11. Луна вызывает приливы. Это правда. Представьте, резиновый мяч — это Земля, и Луна как магнит. Луна притягивает ту сторону Земли, которая к ней ближе. Сильнее всего там вода выпячивается вперед, а дальнюю сторону Луна притягивает слабее всего. Поэтому вода там как бы отстает и образует второй бугор. Пришло время для самых безумных мифов про космос. Мы летим к черной дыре. Существует миф, что черные дыры работают как пылесос. На самом деле это ошибка. У нее есть точка невозврата, называемая горизонтом событий. Если объект пересечет ее, то он никогда оттуда не выберется. Снаружи же все спокойно вращается вокруг черной дыры. Если заменить Солнце на черную дыру, то Земля останется вращаться по своей орбите. Правда ли, что вы сгорите на Солнце? Это неправда. Возле Солнца нету кислорода, и вы не сможете сгореть в привычном смысле. Солнце — это плазма, где происходит много мелких ядерных реакций. Поэтому вы не сгорите, а распадетесь на атомы за микросекунду. Мозг даже не успеет ничего почувствовать. Если тебе нравится это видео, поставь лайк, подпишись на канал и напиши в комментариях, в какой миф ты верил раньше. А теперь самый невероятный миф. В космосе нет гравитации, но это не так. В
космосе гравитация повсюду, даже в самых далеких местах. Пусть и не такая сильная. МКС и люди на ней просто находятся в свободном падении и как бы промахиваются мимо Земли. Если МКС остановится, то она рухнет на Землю, как камень утонет в воде. Поздравляю, вы досмотрели все 14 мифов про космос. Теперь вы знаете о космосе больше, чем многие. Если интересно, подпишитесь на мой телеграм-канал. Туда я выложу еще больше мифов и фактов. Всем пока.